Спустя 2 недели после своего релиза новинка этого года попала в наши руки – замок Хогвартс от компании LEGO. В этой огромной коробке содержится не менее огромное количество деталей – 2660 элементов, из которых нам предстоит собрать диораму культового замка из фильма о Гарри Поттере. На разных сторонах коробки можно увидеть изображение самого набора, фигурку, кстати уникальную, его артикул, количество деталей и возрастное ограничение. Две несопоставимые для меня вещи – набор LEGO и возрастное ограничение от 18 лет. Ну да ладно. От слов переходим к делу и открываем заветную коробочку. Внутри спрятались от наших глаз 22 пакетика с различными деталями. И вот такие большие инструкции, которые, во избежание дефектов, упакованы в картонную папку. Инструкции очень большие и красочные, каждая состоит из более чем 200 страниц. На первых страницах мы можем встретить много информации касаемо самого замка Хогвартс, а также пару слов от дизайнера этого набора. Плюс несколько фотографий, отображающие знаковые места замка. Для удобства мы разложили все пакетики по номерам, и они практически целиком заняли все место на столе. Что ж, приступаем к самой сборке. Из первых 11 пакетиков нам предстоит собрать основу замка и его земли. Открываем, высыпаем и начинаем долгий, но очень увлекательный процесс. Первым делом мы собираем тайную комнату. Мне лично очень нравится этот элемент в этой диораме замка. Рядом красуется комната с дьявольскими силками. Все выглядит минималистично, но при этом весьма узнаваемо. За ними идут комната с летающими ключами, шахматная доска и комната, где происходил финальный поединок за философский камень. Все вместе это выглядит примерно вот так. Открываем четвертый пакетик с деталями, и внутри мы обнаруживаем вот такой элемент. Это одна из деталей обрамления набора, на которой красуется надпись «Замок Хогвартс». После сборки четвертого пакетика замок начинает обретать четкие черты скал и воды, на которых он расположен. А после пятого появляются первые тропинки и даже небольшие элементы самого замка. Открываем шестой и продолжаем сборку. Здесь в дополнение к остальным комнатам появился класс зельеварения. Часто в наборах можно встретить вот такую штуку. Это так называемый разделитель деталей. Если вы прикрепили деталь и не можете ее отсоединить, то разделитель с легкостью вам в этом поможет. К нему даже есть инструкция. Во время сборки я им лично пару раз воспользовался. После 8 пакетиков у нас получается вот такая конструкция. Основание еще готово не полностью, но общий вид уже впечатляет. А после 11 пакетиков мы имеем завершенный вид. Как видите, основание полностью готово. Теперь скалы красиво омываются водами Черного озера. Также появились небольшие постройки и лестницы. С первой инструкцией покончено, переходим ко второй. Из оставшихся 11 пакетиков нам предстоит построить сам замок Хогвартс. Без промедления беремся за пакетик номер 12 и начинаем собирать, так как нам не терпится поскорее увидеть конечный результат. Если вам тоже, жмите лайк, не ленитесь. Из 12 и 13 пакетиков мы собрали так называемый Великий зал, где первокурсники узнают, на каком факультете им предстоит учиться. Также собираем мост и отправляем его на его законное место. Кстати, деревья в этом наборе выполнены из таких элементов, как мороженое и кристаллы, только в зеленых оттенках. Кристаллы в данном цвете являются уникальными, так как именно такие можно встретить только здесь. Минималистично и очень гармонично. Собирая пакетик за пакетиком, замок становится все больше и разнообразнее. В этом наборе нет ни единой наклейки, за что большое спасибо компании LEGO. Я их лично не очень люблю. Все окна, двери, часы и бутылочки с зельем – все это принты, благодаря которым эти детали стали уникальными.
Каждый раз, собирая тот или иной элемент замка, в конце сборки на страницах инструкции вы найдете вот такие разные интересные факты. Тут говорится, что башня астрономии является самым высоким зданием, и поспорить тут сложно. У нас осталось всего 3 пакетика, и наш замок будет завершен. Тут мы найдем теплицы, гремучую иву и еще пару интересных вещей. В самом последнем пакетике нас дожидается мини-фигурка, но ее мы оставим на самый конец, а пока соберем гремучую иву. Всего из пары элементов мы получаем вот такое вот деревце, а форт Англия, который угодил в эту самую иву, выполнен вообще всего лишь из 3 деталей. Узнаете этот кораблик? Это корабль учеников Дурмстранга, которые прибыли в Хогвартс на турнир 3 волшебников. А это летающая карета школы Шармбатона. Они посетили Хогвартс с той же целью. Нравится мне вся эта минималистика, чувствуется креативный подход создателей этого набора. Вот мы и добрались до мини-фигурки. Она выполнена вне масштаба набора, но приходится сюда очень кстати. Это архитектор Хогвартса. В его руках можно заметить макет замка Хогвартс. Фигурка выполнена в золотом цвете с использованием уникальных деталей. Например, такой элемент, как его борода, был создан специально для этого набора. Фигурка располагается на специальной подставке и занимает свое место в основании замка. А теперь, без лишних слов, просто взгляните на результат. Размер набора составляет 35 на 25 сантиметров. После его сборки осталось аж 97 экстра деталей, немало. Этот набор станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и сможет украсить любой интерьер. Больше не придется ждать заветную сову из Хогвартса, ведь теперь у меня есть свой личный Хогвартс. Всем пока и до новых сюжетов!